Всем привет! А мы едем в Уругвай. А еще у пупсика день рождения. Человечек наш, милый, не спала сегодня вообще. Просто 3 раза за ночь просыпалась в час, 2:30, в 5. И с 5 она, по большому счету, не спала. Поэтому... Идем в порт. Будем грузиться на кораблик. А, я думала, мы пешком идем до Уругвая. Пешком, да. В Уругвай можно и пешком дойти. Да, мост такой перекинули, веревочный. Так, и куда нам идти? Вот это очень модный паром. Не знаю, на нем ли мы поплывем или нет. Приплыл наш пароход. Значит, туда мы плывем на беленьком, похоже. А вот назад мы будем идти сразу напрямую из Монтевидео и, возможно, вот на том модном черном. Ну, проверим. Погрузка. Вот они в судне барахтаются. Паром большой. Ну, конечно, он не такой большой, как какой-нибудь лайнер круизный, но все равно большой. Там еще ж машина внизу. Да, машина же мы видели. Меня на границе спросили auto. Я говорю, no auto. No tengo auto. У нас только бессонные мешки предлагают. Вот, да. Едем в Монтевидео. Именинница. Там вот река бескрайняя. Монтевидео, жди нас. Мы не в Монтевидео едем. Мы сначала едем в какой-то там Сакраменто, Антонио де Хуан и да. Магдалена, и Ирина и Елена. Да. Я сходил в Duty Free, и там есть шоколадки Ritter Sport по сносной цене $4 за штучку. Типа. А, нет, $3 за штучку. 4 за 12. $3. Вот она, земля. Пришли в Уругвай. Точно. Мы уже нормально. Уже накидались. Слушайте, это вообще отлично. Всем родителям молодым рекомендую. Немножко. И молодым тоже. И хорошо, сразу легче становится. Я думаю, на недельку бы так разъебали. Недельку? Габушкина. Недельку было бы хорошо, да. Ну, хотя бы 5 дней. Нас торжественно загрузили в автобус, и мы едем в Монтевидео. Сейчас заодно посмотрим вообще, на что этот Уругвай похож. В Уругвае такой модный Макдональдс, что даже вон актеры какие принимают участие в рекламе. Но так же дорого. Сейчас посмотрим. А русского нет? Мы добрались до номера. Поездку в такси я уж не стал показывать. Ничего интересного. Кстати, ну, такси недорого относительно, да? Вот.
Цены в Макдональдсе нас пока не порадовали. Что там? Балкончик. Вид на что? Вид на соседнюю стену. На стену соседнего здания. О, балкоша. Зато черепица, смотри. А вот тут смотри какая высота. Если, кстати, балкон соседей, так что не заглядывай туда. Это чужие номера тут. Да там и можно закрыто. ходить друг к другу в гости. О, смотри, что тебе не нравится? Смотри, как красиво. Где? Черепица, какой-то шпиль. Ну все, Пойдем шпили дальше красота делать. заканчивается. Вот, ребята, такой вот Уругвай. Номер небольшой, Да нет, нормальный. все вполне цивильно. Кровать цивильная. И цена, между прочим, по сравнению с тем, сколько сейчас стоит гостиница в Буэнос-Айресе, вполне себе нормальная. $72 за ночь. Вот. И спасибо мне за то, что я намутил всяких карт. Оплата прямо в долларах. Поэтому сняли $72, а не пойми там по какому курсу. Это вот, знаете, когда живете в Аргентине, важно. Мы вышли на набережную. Прикольно. Пока, конечно, все равно новая страна. Сразу непонятно, то ли у нас сразу все отберут, то ли попозже. Дадут насладиться. Да. Вот, но классная погода. Солнце и прикольная набережная. Такой набережной в Буэнос-Айресе точно нет. Пока нет. Вроде Потому что, все равно, несмотря на то, что это все по-прежнему река, но здесь это Монтевидео ближе к выходу в океан. И здесь это скорее уже похоже на океан. На какой-то полноценный. Прикольно. Вот тут даже какая-то пушка есть. Комар. Ну все, вон там океан. Я понял, в чем разница. Здесь вода синяя. Ну просто типа в Буэнос-Айресе вода прям грязная. А здесь смотришь и Но она не грязная, она из-за днища. илистая, да. Вот. А здесь вода синего цвета. Ну, типа как Черное море. Разница есть. Уеду я на черное море. Бывало и Так, смотрите, тут, значит, какая-то церковь симпатичная. Тут вот, где-то тут вот это вот какой-то конструктивизм, да, намечается. Там вот эта башня их модная, монтевидеовская. Сейчас гуляем и пытаемся как-то это прочувствовать, атмосферу города. Что здесь? Отличается от Буэнос-Айреса как-то по-своему. Интересно. Точно меньше людей. Нашли какой-то уголочек, и это напоминает Китай-город. Или какие-то вот переулки. Вот. Моросейка. Нет, вот в чем фигня. Что здесь какие-то улицы кривые. Однако вот туда пошла, другая сюда. Здесь нет вот в этом конкретном месте нет шахматности, да. Вот. И как-то отличается. Прикольно. Это такое мимолетное ощущение, но да, есть. Вот там тоже прикольно. Мы добрались до главной площади города. Значит, мужик на коне. Здание как в Буэнос-Айресе. Тут вот советская, это 70-х годов, безумная конструкция. Вот, тут еще всякие штуки. Вот тут, кстати, красиво. Где? Потерял. Подождите. Ну вот тут, да. Вот это мне нравится. Ну, в общем, площадь забавная площадь, потому что такая аляповатая. Чем-то напоминает Москву. Мы дошли
до ресторанчика. До ручки мы дошли. До ручки. Это Париша. Заказали мясо. Мясо все называется как-то не так, не по-нашему. Вот. У Наги спросили, откуда мы, и она сказала Аргентина. А у меня спросили, где барио, она сказала Мельеса. И дальше меня хотели садить, сказав, что типа, а за какую команду болеете? Ривер? Я сказала, не Ривер, не Бока. Ждем мясо. Ох, ребятки. Поспать всю ночь. Это кайф. Просто реально кайф. Никто не орет. Хотя я в 4 утра уже проснулся и Нади говорил, ща бы к нашему пупсику качать немножко. Но поспать очень приятно. Что такое замечание? В Уругвае явно, Монтевидео, явно больше всяких машин помодней, чем в Аргентине. Мы сейчас тут всякие Audi седаны видели. Какой-то тут сейчас был минивэн Hyundai, вообще какой-то моднейший. Электромобили, кстати, есть. Да. Какие-то китайские. Потому что, в Аргентине не принято ездить на модных машинах. Все ездят на чем-то очень средненьком. Модные машины, если есть, они где-то за городом, там, в гаражах. Еще отличие Монтевидео от Буэнос-Айреса, что здесь есть выход к морю. И он прям чувствуется. Вот мы идем сейчас по улице, и понятно, что там вода, там океан. Здесь еще вот перепад высот. И перепад высот есть, да. Такой же, потому я был как-то в Брайтоне, в Великобритании. Там то же самое. Вот идешь по улице и понимаешь, что вот там вода. Вот еще забавно, мы вот дошли до какого-то парка, здесь какой-то там замок даже стоит. И здесь вот такая нагромождение улиц. Это чем-то меня вообще напомнило московский зоопарк там 1905 года. То, чего в Буэнос-Айресе как раз нет практически, да, потому что в Буэнос-Айресе все четко отрисовано. А здесь вот улица туда, улица сюда, какая-то вот кривоватость, какой-то перепад, холмистость. Интересно. Вон замок. Тут вот что-то, смотрите. Улица туда, улица сюда. Все едет. Интересно. Реально тут замок. Прикольно, сейчас Нади реально такое сравнение дала хорошее, что вот где мы сейчас идем, то есть здесь вот и море, и какие-то дома жилые, многоэтажные. Это на Сочи похоже. У нас осенью 21 года было, мы где-то на месяц, да, по-моему, на месяц поехали в Сочи пожить. И вот сейчас вот мы идем, и Нади говорит, это как будто вот здесь вот там наша квартира, тут мы вино покупали, еще что-то. Похоже. Такая курортная история, и при том, что вот в Буэнос-Айресе этого нет. Действительно. Буэнос-Айрес... и вот смотри, тут еще какой-то мостик, типа через реку, через что-то. Забавно, забавно. Ребята, мы дошли до торгового центра, и тут начинается, знаешь, здесь есть H&M, а вот там вот еще Манго был и прочее. Прикольно. Соскучились люди, 3 года прожившие в Аргентине. Ну что, ребята, закупились мы в H&M. Естественно, больше всего достанется Габи. Себе так, по мелочи. Футболочку там одну, штанишки. Вот, а Габи будет готова к зиме, к аргентинской по полной программе. И цены, конечно, ребята, вот. Я уже забыл, хорошие цены? Нормальные цены. Для эчек, да? Вполне, да. Вот. Назад я выбрал отправляться прямо из Монтевидео. То
То есть нас за 2,5 часа должны довести до Буэнос-Айреса. Ну тут новый терминал. И как бы, ну и просто, короче, мы в порту дошли к какой-то двери и сказали, а где терминал? Нам сказали, идите за той женщиной. Вот мы идем. Следуй за женщиной. Надеюсь, она нас приведет куда надо. Да. Интересно. Всем привет! Я вот тут ем вкуснейшую соляночку. И смотрите, тут кто со мной вместе. Габи ест свои куриные котлетки вкуснейшие. Да? Сама ест. Молодец. Да. Ай-яй. Ай-яй-яй. Вот так и живем.